братья рыболовы, всем привет! Сегодня мы с вами, естественно, снова находимся на льду, на рыбалке. У нас уже не совсем первый лед, потому что постояли все-таки в Сибири морозы. Лед окреп, он уже порядка 30 сантиметров, бурится с трудом. Вот. Но это не значит, что рыбалки нет. Рыбалка есть. Сегодня у нас денек теплый, на улице метель метет. И знаете, я думаю, что это хороший знак, чтобы половить мирную рыбу. Например, леща, подлещика, ну, может быть, плотву. Вот, приехала сегодня на городской водоем в очередной раз, уже в этом году. Один раз здесь был, рыбалкой, ну, удовлетворился, мне она понравилась, устроила, рыба была. Вот, кто не видел в прошлых роликах, может это все дело посмотреть. Вот, и сегодня, в общем, я хочу одну хитрость испробовать. Уж в прошлый раз у меня показалось, что по кормежке я что-то немножко делал не так. Вот, а в том году я тут выявил один интересный прикорм. Ну и сегодня хочу я его, скажем так, не то что испытать, а, наверное, закрепить успех. Вот, ну и все рецепты, естественно, буду рассказывать. Сегодня главный нюанс, ну, наверное, один из самых главных, скажем так, нюансов нашей рыбалки — это прикорм. Вот, у меня он будет вот такой в жидком виде, бутылочки. Друзья, кто внимательно посмотрит ролик от начала до конца, тот узнает подробный рецепт. Я это все расскажу. Вот. Ну а кормить этим делом я решил, еще раз говорю, потому что в том году у меня здесь получилось на него очень хорошо разловить рыбу. То есть она действительно подходит, потому что в месте, где мы находимся, где мы рыбачим, здесь течения практически нет, оно слабое, легкий потяг. Вот. А прикормка в жидком виде, она очень хорошо взрывается, пылит. И капризную рыбу, осторожную, городскую, вот как у нас в этом водоеме, она такая здесь есть, действительно. Вот он ее, как мне показалось, неплохо разлавливает. Ну, по рецепту, да, я говорю, что расскажу позже, но он отличается от прошлогоднего у меня. Вот, видите, какая прикормка, жиденькая. Кормить тоже будем осторожно, я эхолотом посмотрел, рыбу показывает, но не сказать, что ее как-то много. Я бы так сказал, штучная рыба, крупная рыба, которая ходит по дну. Поэтому, конечно, с прикормом нужно сегодня нам осторожно все делать. Вот, кормим в дно. Ну, надеюсь, что это дело сегодня сработает. И мы половим большую крупную рыбу. Хотелось бы, конечно, лещей половить. Плотву, может быть, если будет. Да и подлещиком я тоже буду рад. А вот она, смотрите, как она хорошо пылит. Ну, а рыбалку начнем. Вот такая у меня мормышка-терабинка. С красной точкой, с белым, получается, ободком. Сама она черная. Ну и ловля начнется у нас на пучок мотыля. Коль все-таки в первую очередь расчет на леща, я думаю, что надо на мотыля. Хотя у меня и мормыш тоже с собой есть. Вон, а мотыль, смотрите, какой вкусный, аппетитный. Вот, а снасть тандем с двумя крючками. Вот, выше у меня получается, то есть ниже мормышка, выше у меня идет крючок. Начну, по крайней мере, так. А дальше в процессе посмотрим. В прошлый раз у меня тут хорошо поплавок сработал. Может быть, и сегодня до него тоже дело дойдет. Посмотрим. В общем, на рыбалке я всегда говорю, что нужно брать по максимуму разные снасти, потому что условия могут меняться в течение дня. Особенно в такую погоду, как сегодня. Метель такая, конечно, может рыба себя вести непредсказуемо, может вести капризно, а может наоборот. У нас как сразу с вами попрет сейчас рыбалка. Вот, друзья, первая рыба. Поклевка такая какая была. Кивок. Подняло так красиво. Эх ты. Ну, пока мелочь. Видите, прикорм пылящий он. Поначалу, да, конечно, может собирать такую мелочевку некрупную. Но это уже хороший знак. Первая рыба есть. Она, конечно же, будет отправлена обратно с пожеланиями позвать крупничок. Но плывать она почему-то не хочет. Давай, давай, уходи.
Да, но и стоит заметить, клюнула, получается, на крючок, не на мормышку. То есть, возможно, рыба чуть выше встает. Мотыля тоже надо понемногу подсыпать. Вот, я его поэтому всегда с запасом беру на рыбалке. Все-таки вот это тоже рыбу привлекает дополнительно. Мясо надо обязательно. Вот, я с опускания начинаю. Сейчас и на стоячку клюнула, но всегда надо, когда ты охотишься на мирную рыбу, начинать вот с такой проводки, с плавного опускания. Потом на дно опустили, поиграли, поподнимали. Вот сейчас, по-моему, что-то опять как будто бы килок кто-то тыкнул. Ну, в общем, встает рыба в точку. Сейчас начнется, я думаю, рыбалка у нас с вами. Вот она, очередная рыба. Что-то, по-моему, не крупная. О, ребята, друзья мои, ну опять на крючок. Я таких в этом году еще, если честно, не ловил. Трофеев, да? Че ж ты такой малыш-то, а? Ну что, сразу настало время экспериментов, да? Попробую на мормыш. На него, вот когда мелочь клюет, когда цепляешь несколько мормышей, бывает, что крупная рыба реагирует. Может быть, сегодня именно этот день, когда опять мормыш нас спасет и выручит. Не знаю, так ли это, но попробовать стоит. Да, друзья, товарищи, сегодня, видимо, из-за того, что погода, рыба капризничает. Вот, может быть, мы изначально место выбрали не очень правильно, кроме мелких подлещиков ничего не было. Переместился практически, где рыбачил в прошлый раз, чуть-чуть к берегу. Вот, и здесь показывает, по крайней мере, выхолот, уже картина более интересная. То есть поднимаются такие прям большие бугры. Вот видите, вот оно дно идет. Вот выше над ним прям крупняк ходит, плавает. Вот, это место, я надеюсь, что она сейчас порадует. Но здесь надо повторить ту же самую процедуру с прикормом, чтобы рыбу взбодрить. Вот, как показала практика по сегодняшнему дню, он работает. Вот, но в том месте, где мы рыбачили, по всей видимости, кроме мелких подлещиков ничего нету. Потому что мужики, которые там ловили, тоже больше ничего не видели. Крупняка не было. Надеюсь, что это место порадует. Сейчас мы взбодрим рыбу нашей жижей. Что касается глубины, в этом месте 5,5 метров. И течения вообще нету. На прошлом месте течка была. Может быть, это тоже причина того, что
место не самое рыбное. Сегодня, возможно, рыба ближе к берегу, и она держится в тех мест, где течения нету. Но опять же, да, это все из-за перемены погоды может быть. Погода меняется, метель, ветер. Рыба капризничает, но она есть. Мы ее сейчас поймаем. Еще очень может быть тот момент, что из-за того, что течение, прикорм у меня плохо срабатывал в том месте. Вот, конечно, мелочь он подтянул, но опять же это было все сделано благодаря покатку, потому что я маленько подтягивал леску по течению, спускал ее точнее. Вот. А все-таки корм жидкий. Вот он лучше всего работает в тех местах, где течения вообще нету. Это место оно именно такое. Ну, рыбалку продолжим на мотыля. Та же самая снасть, мормышка и крючок. Тандем. Сегодня можно наблюдать у меня в снасти, вот видите, какой килок длинный. Вот это все специально для ловли леща. Во-первых, игру удобнее задавать. Вот. Ну и во-вторых, я специально использую толстый килок, чтобы вот в эту вот камеру было его прекрасно видно. Чтобы ни одну поклевку для вас, друзья мои, не пропустить. Все же делается для вас, чтобы все было красиво. Да и сам, если честно, люблю наши фильмы иногда пересматривать. Это все-таки в первую очередь как память, воспоминания о былых успешных рыбалках. И очень хочется, чтобы сегодняшняя рыбалка стала именно такой. Так, слушайте, по сопротивлению не похоже на совсем мелочь. Все-таки, возможно, дело было вместе. Но мелочь. Чуть больше, наверное, чем там. На мормышку, кстати, взял. Так, этого мы тоже отпускаем. Так, ну, по крайней мере, это уже какой-то, возможно, хороший знак. Возможно, сейчас мы и половим, друзья. Да, рыба еще так удачно клюнула, что мотыль целый. Пучок вообще не тронутый. Хороший подлещик, спасибо, что не заставил нас тратить время и перенасаживать мотыля. Поклевка, кстати, была после игры. Я поиграл, только опустил, только поставил удочку, и тут же кивок подняло вверх. Это было красиво. Вот это была поклевка, друзья мои. Это, наверное, первая сегодня такая уверенная, прям подъем такой красивый. И, знаете, по сопротивлению что-то неплохое. Не буду забегать вперед, но нет, я прав. Что какой? Вы посмотрите. Вот так вот. Подлец вышел уже почти под вечер. Да, ну что, собственно, я делал. Я понемногу подливал сверху жижу и подсыпал мотылям по чуть-чуть. Потом опустил кормушку, тряханул. Вот, было несколько пустых поклевок. Кормить перестал. Вот где-то час, наверное, времени прошел. После этого поклевка, подъема, такой хороший паренек взялся. Рыбалка капризная, но, знаете, тем не менее, сегодняшний день показывает, что рыба на прикорм реагирует. И вот она ест. А вот почему она не берет мормышку, вернее, почему так плохо сегодня клюет, это вопрос. Ну, вот сейчас наступает вечер, и может быть все-таки проклюнется. Но хочется половить, посмотреть вот эти красивые подъемы кивка вверх. Да и вообще, у меня следующий выходной только через неделю будет. А с плохими эмоциями домой уезжать вообще не хочется. Вот тоже из интересного на игру вообще никак.
Сегодня как только не играл. Все поклевки только настоящую мормышку. Вот говорил я ранее, что пробовал на поплавок сегодня разловить рыбу. Нет, на поплавок не берет. Хотя прошлая рыбалка как раз таки на него у нас была, и на него ловилась лучше, чем на мормышку. Вот в этом-то, собственно, и прелесть рыбалки, да, что вот, казалось бы, то же самое место, а все совсем иначе. Вот, и вполне может быть, что, ну, допустим, если здесь ловился неделю назад подлещик, то не факт, что если ты приедешь, блин, через какое-то время сюда и будет ловиться он. Может быть плотва, может окунь зайти. Все-таки этот залив соединяется с Обью. Вот, и рыбалка, конечно, может быть разнообразная. Ну, а может быть, что будет очень плохая рыбалка, как сегодня, если честно. Вот, смотрите, опять клюнуло в тот момент, когда начал мотыля подсыпать. В прошлый раз я этот момент заметил. Там было много поклевок. Ну, это привычный на сегодняшний день мелкий подлещик. Совсем мелкий. Кошмар какой-то. И смотрите, что творит-то, и уплывать-то не хочет. Паразит мелкий. Давай, уплывай. И не забудь своих родственников позвать. Вообще еще тоже интересно, что я сегодня заметил. Много подлещиков вот этих мелких, которых я отпускал. Ну, понятно, что я большинство не снимал. Вот, уж показывать нечего, такую мелочь. Так вот, их когда отпускаешь, они в лунке просто зависают и не хотят уплывать совсем. Вот, и пара штук было пойманных, прям какие-то они супер вялые. Вот, и я это на самом деле связываю все-таки вот с этим капризным сегодняшним клевом. Может быть, что-то, правда, с рыбой случилось из-за перепада погоды, может, какие-то другие факторы. Еще такой момент, может быть, коль залив соединяется с Обью, ну, с большой рекой, да, вполне возможно, что периодически отсюда рыба просто выходит. То есть она выходит, какая-то потом может зайти. Может, мы сегодня попали в тот день, когда она вышла, потому что все-таки те движения в эхолот, которые по дну показывают, да, вот эти бугры, подъемы рыбы, ну, вот это видно, что это та рыба, которая реагирует на корм. Вот. Ну, то есть понятно, что какая-то часть рыбы осталась, но массово ее может не быть. По крайней мере, в сегодняшний день. А еще в продолжение этих рыболовных теорий, да, тоже же может, да, такой момент быть. А вдруг именно вот сейчас она начала заходить. Вот прям в это время и начнет клевать. По крайней мере, слушайте, 2 поклевки подряд. Хоть и второй мелкий, но тем не менее. Не просто так это все. Значит, что-то может быть и начинается. Ну что, повторим. Подолью жижи сверху. Конечно, так лучше не делать, если глубина больше 3 метров. Вот, но попробовать стоит. Тем более, вроде как сработало, да? И мотыля тоже сверху подсыпем. Сейчас уже, как говорится, терять нечего. Можно пробовать все. Тем более, эта прикормка, она утяжеленная. Вот из-за компонентов, которые в ней присутствуют. Поэтому как бы муть-то, по крайней мере, да, она может до дна и не дойти, не успеет. А частички, которые тяжелые, они до дна дойдут. Вот, поэтому, в принципе, в таких условиях потихоньку подливать так можно. Но это делать надо с умом. Так, неужели кивок подняло, друзья? Я уже тут начал перебирать разные снасти, потому что видно в эхолот, что рыба ходит, она есть. Она реагирует на прикорм, она его со дна поднимает. Эти частицы видно в эхолот, прикормочные, которые поднимаются. Ох, ну опять небольшой. Опять
Не крупный подлещик. Ну, знаете, по сегодняшнему дню можно и этому порадоваться. Кстати, смотрите, на что клюнул. 6 мотылей на пучок, как говорится, да. Маленькому рту большой кусок рад. Или наоборот. Ну что, дорогие друзья, братья рыболовы, осмелюсь я, наверное, сегодня сказать, что получилась не рыбалка, а какой-то кошмар. Ну, это правда, потому что клёва, мягко говоря, не было. Хоть поклевки-то у нас и были красивые, да, но результат совсем уж такие в основном подлещики. Поймала только одного более-менее нормального. Не знаю, каков его вес. Ну, я думаю, грамм 300, может 400 будет. Хороший подлещик, если были бы все такие. И знаете, мне частенько в комментариях стали упрекать, что я, мелкую рыбу там беру и так далее. Я его отпущу, он еще живой. Пусть уплывет. И когда вырастет огромным большим лещом, он у нас обязательно клюнет. Давай, уплывай, парень. Но у нас рыбалки будут продолжаться. Надеюсь, что в следующие разы уже будет все гораздо интереснее. Вот. Если морозов не будет, на море съезжу. Если будут морозы, ну, придется опять ставить большую теплую палатку и утепляться свечками. Друзья, желаю всем ни хвоста, ни чуи. Все-таки я сделаю такой вывод, несмотря ни на что. Поклевочки же были сегодня, кивок поднимало, да. Практически ничего мы не поймали. Ну, рыбалки всякие нужны, рыбалки всякие важны, скажем так. Всем желаю ни хвоста, ни чуи. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Для нас это очень-очень важно. Всем пока.